Дом напротив. Дом с призраками и много других пугающих штук, которые навеял нам кинематограф. Всем привет, меня зовут Сергей. Я никогда не верил в эти все ужасы. Призраков, вампиров и так далее. Уж слишком по-детски это звучит. Хотя дом, который стоял напротив моего, тоже был наполнен мифами и легендами. Самое распространенное из них – это то, что в доме давно жил дедушка, и все родственники бросили его, а когда он умер, его тело обнаружили только спустя месяц. И то, потому что соседи начали чувствовать неприятный запах. Вот они и вызвали полицию. Ну и говорят, что после его смерти ни одной семье в этом доме нет покоя. Из-за того, что, видите ли, призрак деда к ним приходит, поэтому дом пустой. Звучит как сценарий к фильму. Меня это бесит. Надо проверить, подумал я, иначе мифы и легенды не прекратятся никогда. Возьму камеру и сниму весь дом изнутри, а потом покажу всем соседям. На следующую ночь я готов был идти. Взял камеру и фонарик. Даже друзей решил не брать, а то они будут постоянно подшучивать. В дом попасть проблемы не было, ведь дверь была сломана. Да, внутри было жутко. Мне даже страшно стало. Но не из-за призрака деда, а из-за наркоманов, которых я могу встретить. Я включил камеру и начал обходить весь дом. Все было потрепанное, в некоторых местах даже крыша посыпалась. Самое странное место – это кухня. Там просто стоял работающий холодильник, а внутри было свежее мясо. Может, свинина, не знаю. Скорее всего, бомжи раскошелились и купили или украли себе мясо. Нет, этот дом был обычный, без призраков, без деда, без демонов и вампиров. Я собрался и пошел к входной двери, чтобы уйти отсюда и пойти спать. Но, открыв дверь, которая вела на улицу, я каким-то образом вышел в комнату на втором этаже дома. Я не сильно понял юмор и быстро побежал к двери. И снова то же самое. Не сказать, что мне страшно, просто было непонятно. Я решил проанализировать ситуацию и попытался в третий раз выйти, но история повторилась. Становилось жутковато, но все равно непонятно. Я снова побежал к двери и на лестнице споткнулся об что-то и упал. Но до этого на лестнице ничего не было. Я включил фонарик, чтобы посмотреть, и был в шоке от увиденного. Там лежало тело какого-то дедушки, в руке у него была пила. Я приблизился к нему, спросить, все ли с ним хорошо. Мое тело оцепенело. Этот дед вообще не дышал, но каким-то образом издавал звуки. Его рука резко дернулась, и он зацепил пилой мою ногу. Я очень громко закричал и упал на пол от боли. Рана была очень глубокая. У меня начали закрываться глаза, и я увидел, как этот дед резко встал и пошел в мою сторону. Замахнулся своей пилой и резко исчез. Перед тем, как полностью отключиться, я увидел и услышал полицейских, которые вошли в дом. Очнулся я дома в своей кровати. Родители мне рассказали, что в доме сработала сигнализация и приехала полиция. Оказывается, этот дом принадлежит одному мужчине, который там не живет, но это его дом, и зачем-то он поставил сигнализацию. Моим родителям выписали из-за меня штраф, а у меня в голове было 3 мысли. Что там был за дед? Как так получалось, что я не мог выйти из дома, а попадал на 2-й этаж? И действительно ли в холодильнике было мясо животного?